15 августа 1975 года самолет Як-40 предприятия «Аэрофлот» выполнял пассажирский рейс 53 из Баку в Красноводск. На борту самолета находились 4 члена экипажа и 34 пассажира. Пилотировал самолет экипаж из 339-го летного отряда. Друзья, поддержите наш канал, подписавшись на него и поставив лайк. В 21 час 17 минут Як-40 вылетел из Баку и после набора высоты занял крейсерскую высоту 4500 метров. Согласно прогнозу погоды, в Красноводске ожидалась пыльная буря, сплошная облачность с небольшими прояснениями, ветер северо-западный 15 метров в секунду, видимость 4 километра. В 21 час 37 минут экипаж связался с диспетчером подхода и получил сведения о фактической погоде и разрешение на снижение. В 21 час 53 минуты экипаж доложил пролет дальнего приводного радиомаяка на высоте 1200 метров. Тогда диспетчер передал условия захода на посадку. Круг 500 метров левый, посадочный курс 340 градусов. Давление 746 мм ртутного столба, после чего разрешил снижаться до высоты 500 метров. Когда экипаж проходил траверс дальнего приводного радиомаяка с радиальным удалением 10 км, диспетчер предупредил их о возможной сильной болтанке над горами. В 21 час 56 минут расстояние до аэропорта составляло 14 км, когда диспетчер разрешил выполнять третий разворот. Затем экипаж доложил о начале 4-го разворота. Далее экипаж вышел на предпосадочную прямую и по указанию диспетчера начал снижаться с вертикальной скоростью 1,5 метра в секунду. В 9,5 километрах от аэропорта Як-40 был на высоте 400 метров, и экипаж рассчитывал пройти ближний приводной радиомаяк на высоте 300 метров. Но из-за усилившегося встречного ветра скорость самолета снизилась. А в 7,5 километрах от аэропорта, когда высота уже составляла 300 метров, экипаж выпустил закрылки в посадочное положение на 35 градусов. Двигатели работали во взлетном режиме, а выпуск закрылков привел к тому, что за 20 секунд скорость снизилась с 260 до 210 км в час, тогда как вертикальная скорость возросла до 2,5 метров в секунду. В 6 километрах от аэропорта экипаж увидел, что высота составляет 230 метров, поэтому потянул штурвал на себя, тем самым выровняв самолет на высоте 200 метров при приборной скорости 180 км в час. Однако набирать высоту самолет из-за этого не смог, вероятно, из-за попадания в мощный нисходящий воздушный поток со скоростью не менее 5 метров в секунду. В посадочной конфигурации и работающими во взлетном режиме двигателями Як-40 на высоте 210 метров и с приборной скоростью 180 км в час приближался к возвышенности высотой 120 метров над уровнем аэродрома и не мог набрать высоту. Попытка пилотов увеличить высоту взятием штурвалов на себя привела к тому, что приборная скорость снизилась до 170 км в час. Экипаж это увидел и тогда отклонил штурвал от себя на 7 градусов. Затем мощный вертикальный порыв за 2 секунды вывел авиалайнер на вертикальную перегрузку в 1,4 G, из-за чего приборная скорость начала колебаться в районе 150 км в час. Самолет оказался на закритических углах атаки, после чего при правом крене в 6 градусов начал резко заваливаться влево. Командир попытался парировать его отклонением штурвала вправо и на себя, а также отклонением руля направления вправо на 20 градусов, и доложил «сильная болтанка». Когда левый крен через несколько секунд достиг 40 градусов, то возникла вертикальная перегрузка до 0,6 G. Отклонение руля высоты вверх на кабрирование не могло создать положительной перегрузки из-за малой скорости 150 км в час. Левый крен достиг 40 градусов, после этого уменьшился до 25 за счет отклонения руля направления, но затем вновь начал расти и достиг 45 градусов. Скорость самолета уже была близка к сваливанию,
а с большим левым креном и мощным нисходящим воздушным потоком. Это привело к тому, что за 7 секунд высота уменьшилась на 100 метров. В 22 часа 1 минуту летящий с приборной скоростью 150 км в час по курсу 320 градусов на высоте 79 метров над уровнем аэродрома Як-40 в 4700 метрах от торца взлетно-посадочной полосы и в 210 метрах левее ее оси при крене в 45 градусов, скользя, ударился за концовкой крыла о скалу. Крен сразу уменьшился до 10 градусов, после чего через 25 метров на высоте 85 метров авиалайнер ударился о скалу нижней частью фюзеляжа. От удара оторвало правую плоскость крыла, правую стойку шасси и правый двигатель. Развернувшись вправо, вокруг поперечной оси, а также вокруг продольной, самолет с креном 90 градусов врезался в землю, и фюзеляж полностью разрушился, а затем частично сгорел. В катастрофе погибли 23 человека, бортмеханик, стюардесса и 21 пассажир. Расследованием причин катастрофы рейса 53 занялось Министерство гражданской авиации СССР. Согласно выводам комиссии, причинами катастрофы являются следующие факторы. Попадание самолета на высоте ниже 400 метров и на удалении 8 километрах от взлетно-посадочной полосы в опасные метеоявления, а именно в сильный нисходящий поток в зоне турбулентности перед возвышенностью, обусловленный сильным порывом ветра до 30 метров в секунду. Возникновению критической ситуации также способствовали не до конца изученность специалистами авиационной метеорологической станции особенностей возникновения интенсивной турбулентности в зоне захода на посадку, отсутствие в инструкции по производству полетов предупреждения о наличии опасных погодных явлений, отсутствие информации о сильных нисходящих потоков в районе возвышенности, недостаточный опыт полетов экипажа в данных условиях, а также скоротечность происходящих событий, что привело к запоздалым действиям по своевременному определению потери высоты и увеличению мощности двигателей до взлетного режима. Вины службы управления воздушным движением в авиационном происшествии не выявлено. Смотрите также. 7 ноября 1991 года самолет Як-40 авиакомпании «Аэрофлот Югавия» выполнял пассажирский рейс 519 из Элисты в Махачкалу. На борту самолета находилось 47 пассажиров и 4 члена экипажа. Но при посадке из-за неправильных действий авиадиспетчера и экипажа самолет врезался в гору и полностью разрушился.